Рецепт будет настолько быстрым и простым, что я сразу же включаю разогревать духовку. Для этой вкуснятины нам понадобится всего одно яйцо. Для вашего удобства количество ингредиентов буду называть в граммах, ложках и стаканах. К яйцу добавляю 80 граммов сахара. Это 4 столовых ложки без горки. Для баланса вкуса кладу щепотку соли. И хорошо перемешиваю, чтобы соль и сахар практически растворились. Дальше возьмем одну пачку творога, 250 граммов. Жирность творога особого значения не имеет, выбирайте на свой вкус. Творог раскрошу буквально руками. А затем просто все перемешаю. Конечно, по желанию можно все перебить блендером и довести эту массу до однородного состояния. Но я люблю, чтобы в готовой выпечке были небольшие крупинки творога. Так, по-моему, вкуснее. Дальше нальем в это тесто 3 столовых ложки растительного масла без запаха. По желанию вместо растительного можно растопить 50 граммов сливочного масла. Тогда ваша выпечка будет иметь замечательный сливочный аромат. Следующий ингредиент – одно довольно крупное яблоко. Яблоко весит почти 200 граммов, и я очищаю с него кожицу. Но это не обязательно, по желанию кожицу можно не очищать. Затем нарежем яблоко мелкими кубиками. Конечно же, предварительно удалим хвостики и семенную коробочку. Мне особенно нравится эта выпечка, так как она полезнее привычных пирожков, булочек, потому что содержит много творога, а готовится очень быстро, просто и даже экономно. Сочное яблоко идет в тесто. Следующий ингредиент не обязателен, но он очень обогатит вкус нашей выпечки. Я снимаю цедру с половинки лимона. При этом обратите внимание, что нам понадобится только верхний ярко-желтый слой. Белую часть натирать не нужно, потому что она горчит. Если уж использовать лимон, то добавим и сок 2-3 столовых ложки. Лимонным соком поливаю яблоки, пока они не успели потемнеть. Ну и, конечно, опять перемешаем яблочно-творожное тесто. Пахнет оно очень приятно цедрой лимона. Дальше будем добавлять 250 граммов муки. Информация для тех, кому удобнее измерять в стаканах. Это 2 стакана по 200 миллилитров. Вместе с первым стаканом муки добавим 2 чайных ложки разрыхлителя или 1 чайную ложку пищевой соды. И хорошенько перемешаем. Второй стакан муки будем добавлять постепенно, так как ее может понадобиться чуть больше или чуть меньше, в зависимости от размера яблока, размера яйца и влажности самой муки. Когда тесто становится довольно густым, вымешивать его уже удобнее просто руками. В итоге тесто должно получиться довольно густое, но при этом липнущее к рукам. Ну вот, мое тесто уже хорошо собирается в комок. И у меня ушло немножко больше, чем 250 граммов. Затем рабочую поверхность присыпаем мукой. Выкладываем сюда тесто, обваляем. И теперь разделим его на примерно равные кусочки.
Теперь из каждого кусочка просто сформуем круглый шарик. Дальше каждый такой шарик я немножечко приплюсну. Будущие булочки будем выкладывать на противень с бумагой для выпечки. А перед тем, как выложить, каждую будущую булочку я окунаю в сахар. По желанию в сахар можно добавить немного ванильного сахара, тогда булочки будут пахнуть особенно аппетитно. Так как выпечка будет увеличиваться в размерах, булочки сажу на определенном расстоянии друг от друга. Теперь всю эту ароматную красоту отправляем в разогретую духовку выпекаться при 180 градусах Цельсия или 360 градусах Фаренгейта. У меня получилось 18 прекрасных булочек, и через полчаса они готовы. Правда, время запекания может отличаться в зависимости от духовки. Аромат невероятно аппетитный, пахнет просто потрясающе вкусно. Я надеюсь, что эта простая выпечка порадует вас и ваших близких. Готовьте с удовольствием. А также не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик под видео, чтобы вы могли видеть и другие интересные рецепты. Спасибо за ваш лайк и за ваше мнение в комментариях. Я желаю вам крепкого здоровья и мирного неба над головой. Мы с вами, как всегда, увидимся в следующем вкусном видео.